Всем привет, друзья, и поздравляю вас с Новым годом, желаю вам там всего хорошего. Как говорил один мой знакомый, чтобы, денег в карманы, здоровье в органы. Вот так, чтобы у вас все было хорошо. Давно я не снимал ролики, и сегодня хочу поделиться с вами результатом, то есть чего я смог добиться в Новом Королевстве. То есть выходила серия роликов на Рутубе, на Ютубе они не выходили, по развитию замка. То есть если вы перейдете на сайт, вот это гайды по развитию, смотрите, у нас есть, вот сюда нажмете, и вот тут я развивал, то есть тут все ролики, которые на ютубе, они не выходили. Сегодняшний ролик выйдет на ютубе, хочу поделиться результатом. Я поставил 30-ю цитадель, почти запустил 31-ю, вот видите, 190-е королевство, вот такая вот сила. Вот такое вот снаряжение у меня, то есть и получается, все я это сделал, смотрите, за 63 дня. И скажу так, то что уже все готово к 31-й цитадели почти что. То есть буквально 65 дней, и я запущу даже раньше 31-ю цитадель. То есть осталась вот стена строится, артиллерия уже построена. Плюс казармы 30 уровень, некоторые еще не 30 строятся до 30 уровня. И самое важное, да, продолжаю держать первое место, видите, в королевстве с первого дня по катакомбам. То есть отдельный ролик я сделаю, то есть вот по древним гробницам, по существу, по своему расскажу. Покажу вам и расскажу, какие гербы я максил, какие гербы качал и все остальное. Сейчас, вот смотрите, у нас 63-й день, у меня стоит 30-я цитадель, достраивается стена, нужны вот все ускорения теперь бросить на стену, и выгодное потребление у нас идет. Вот тут, если мы откроем, я закрыл вот так вот. То есть я дозакрою, запущу 31 замок, заберу вот эту строчку еще. По обсидианту все тяжело, навряд ли я заберу вот эту предпоследнюю строчку, хотя еще осталось 2 дня, навряд ли. По камню 100% должен буду забрать, потому что есть что строить и где потратить камень. И по серебру я заберу последнюю строчку 100%. То есть это плюс ускорение как раз на 31-ю ратушу. Знаки у меня есть, я их коплю, собираю с первого дня. Стойкость я, конечно, не всегда тратил, но стойкость существа нашего, да, в древних гробницах, это 100% по будильнику. То есть я захожу, забираю. Сейчас пока что вот такой вот этаж, то есть осталось совсем немного. Если продержусь на первом месте, как положено все, и дойду до конца, то вот эти вот люди, которые тоже рядом со мной, то есть уже меня не обгонят, если я только буду пропускать и не тратить стойкость существа. Смотрите, на бездонных шахтах у нас 18 этаж, можно скакнуть выше, то есть я покупаю, вот только вот сундучки с аристократами. Почему? Потому что, чтобы были у нас знаки. Вот, 748 знаков, я смело запущу 31-ю цитадель. Захожу каждый день на замок, все развиваю. Дирижабль у меня вот такого вот уровня, дирижабль слабее обезьянки, то есть, по силе. По факту он намного сильнее, то есть я уже и снимал ролики и сравнивал, то есть можно еще один будет снять, там уже более подробно посравнивать все. Дирижабли, я вам скажу так, то что ваш дирижабль в любом случае будет сильнее вашего конга, потому что вот смотрите, у меня конг, сейчас открою, 45 уровень, сейчас вот 46, да, и он слабее все равно, то есть и по ядрам видите, как вкачано, то есть и усиление таланта тут вот 5-15%, но он слабее все равно. Он по силе больше дает, но по факту он намного слабее дирижабля. Сейчас идет венец королей и возрождение титана. То есть обязательно посмотрите короткий ролик на ютубе. Сейчас я вам покажу.
по Титану. Снимал не я, снимал подписчик, но прям вот он вышел где-то прям тут вот. Вот этот ролик обязательно посмотрите. Человека получается намного вот таким вот составом походом, ну, который в ролике, нанести намного больше урон, чем вот я советовал. То есть вам обязательно посмотрите вот этот вот ролик. По камням, то есть мы занимаем, смотрите, охота за сокровищами. Вот 13 уровень у нас привязанности, то есть и еще до 14 совсем немного. Камушки слабенькие пока что. И по русалкам, смотрите, русалка почти одна докачана, то есть Ундину я прокачивал именно только ее, потому что, ну, Скарлетт я не стал качать, и плюс трезубец, видите, он дает скорость похода на угрозу, то есть повыше. Ну, дальше больше, там есть на максимальном уровне высокие снаряжения. Ну, играю без доната, потому что поэтому так слабенько. То есть если вы донатите, у вас жемчужина будет валом, то есть вы быстро прокачаете себе. И вам, кто донатит, вообще я советую открывать третью русалку, покупать, как только она у вас в королевстве будет доступна, и прокачивать ее на максимум. По войскам не делал вообще упор на войска, то есть я строю коробку. Даже исследования очень плохие. То есть смотрите, у нас исследования. Вот вчера чуть-чуть прокачал снаряжение 2. Все остальное, видите, так вообще на пассивно, то есть прокачано и не сильно. То есть я занимался еще прокачкой существа, вот видите, почти 50% поначалу, чтобы выйти вперед и, ну, проходить все. А вот как раз по войскам вообще очень слабо. Где у нас полигон-то наш? Вот, нет, это храм войны. Да, храм войны, видите, тоже 25-й, не в уровень замка. То есть я чисто хочу построить как можно раньше 35-й домик, то есть 35-ю цитадель. А все остальное уже будет потом. То есть я сейчас строю коробку. Хочу именно вывозить за, ну, Т-11 войсками. То есть это намного будет лучше. Сейчас мы ищем плац. Где он плац? То есть уровень войск уже даст определенное большое преимущество над 30-ми и другими замками. И после уже тянуть все остальное. Исследования и другие здания. Вот видите, тут весь полный набор вообще просто. Вот от Т1 и выше. То есть войска вообще не прокачаны. То есть, ну, если вы не спешите на уровень роста, то вам лучше, естественно, заниматься перепрокачкой войск, держать войска на максимальном уровне, то есть стараться и все остальное. Тут я все ускорения трачу именно на строительство, и сейчас вот перейти, если в лидеры, ну, по личной силе это совсем там нонсенс, вон 87-й, то есть у нас тут есть вон очень сильные игроки. А вот по уровню цитадели я занимаю, видите, 25 место. То есть без доната. 25 место, 63 день. И смотрите, вот игроки это с нашего альянса. То есть они вот донатят. Играет с донатом один игрок. То есть там есть 30-очки тоже, кто с донатит. Вот еще один игрок. И вот он еще один. Они играют с донатом. То есть данные игроки, у них и сила выше, там, естественно, и прокачки, то есть выше. Мой замок 30-й, но он не сопоставим рядом с ними. То есть по силе, по урону и по всему остальному. Хотя на Титане я занимаю определенно на одно место ниже вот этого вот игрока. Если открыть его силу, увидите, у него 330. То есть на одно место я ниже него иду всегда. Это, то есть, 11-е, 12-е места я занимаю. Он занимает 10-е, там 9-е. То есть сейчас я ставлю 31-й замок. Я уверен, я вперед большинства вот этих вот 30-х, которые впереди меня, поставлю его и перескочу, то есть по уровню цитадель, там, ну, в топ-17, может быть, топ-17, я думаю. Топ-15 навряд ли успею попасть, потому что игроки поставят быстрее, кто донатит, то есть у них ускорил побольше.
Вся проблема в ускорениях. То есть даже знаки у меня есть, нету ускорений. По фермам у меня очень большое количество ферм. Ну как большое, то есть 4 фермы активные. То есть это получается, вот она, раз моя ферма, 2, 3 и 4. То есть вот эти вот 4 фермы мои активные. По заданиям я выполняю вообще абсолютно все. Вот эти вот яйца дают, кстати, вот хорошая вещичка. Вы поднабираете под определенные события и тратите, где это выгодно. То есть вот. И то же самое, конечно, у меня происходит на фермах. Поэтому у меня ресурса вообще более чем достаточно. Даже там до 33-34 цитадели уже это смело набралось. Дальше вот будет проблема с знаками. И поэтому мы сейчас убиваем. Ну, сейчас вот активно я занялся убийством ну, там, коней, акванавты и все остальное. Прокачал я героев. Я снимал ролик прошлый, то что вот в нашем королевстве не было возможности прокачать, то есть не было призраков. Один раз всего лишь было событие данное. И, естественно, герои были не особо так прокачаны. Сейчас же я ходил неделю, наверное, целую на угрозы, чтобы открыть вот последние навыки у одного героя и у второго героя, которыми я играю. То есть это Тамир и Фелиция. Фелиции повезло, выпало вот еще одну звездочку, я смог апнуть. И по сильнейшим героям, то есть Фелиция у меня даже не со всеми звездочками в королевстве занимает достаточно приличное место. 22 вот место по силе. Это вообще нормально. То есть тут ниже, вот видите, я ее прокачиваю помимо обычных вот этих вот навыков, всего остального. Я все золото трачу как раз на Фелицию. То есть прокачиваю навыки. Сейчас я вам открою. Развитие героя. И вот смотрите, какие параметры сейчас вот у меня плюсом идут. То есть как раз вот я много золота сюда вот вливаю, чтобы сделать героя очень сильного. Во-первых, чисто по топу. Во-вторых, ну, я не знаю, дает это особый баф в силу или нет. Это будет вот видно, то есть. Но, допустим, собирая кооперацию на пятых там коней, сейчас смело, спокойно убивает даже пехоту, то есть и дальний бой вообще, ну, давно уже убивали еще 109-ми. То есть у меня Т-10 сейчас очень мало, но с Т-9 мы сейчас смело пробиваем коней. Вот такой вот небольшой обзор моего замка. И просто я хочу, чтобы кто развивается, обязательно посмотрели предыдущие ролики. То есть вот за 63 дня без доната я достиг 30-й цитадели, почти запустил 31-ю. Это для тех, кто вот недавно начал играть, это для новых игроков, это не для старых игроков видео, чтобы вы могли именно расти и развиваться по вот этим роликам. Серия роликов, они расположены на сайте, и в начале видео я вам показал, как вы можете открыть и пересмотреть все данные ролики. Всем спасибо за внимание, всем пока.